Всем привет! В этой части я соберу передний мост, который был полностью напечатан на 3D принтере. Он входит в состав универсальной шасси, на базе которой будут созданы все мои дакаровские проекты в масштабе 1:12. Постройку моста я начну с изготовления осей, которые будут установлены в корпус дифференциала. Для их изготовления понадобятся гвозди диаметром 3 мм. Вставляю гвоздь в отверстие. Вот так. И далее отпиливаю ножовкой. Убираю заусенцы и снимаю фаску при помощи бормашинки. Затем повторяю процесс. Вставляю гвоздь, отпиливаю. Оси почти готовы. Остается достать их из корпуса дифференциала и убрать бормашинкой выступающие части. Далее необходимо запрессовать подшипники. А чтобы процесс запрессовки прошел значительно проще, я обрабатываю посадочные места дихлорометаном. Он расплавит пластик и обеспечит надежную фиксацию подшипников. Всегда убеждайтесь, что запрессовали подшипник до конца. Например, в этой детали мне необходимо запрессовывать подшипник при помощи кольца, которое имеет небольшой выступ. Аккуратно снимаем кольцо и приклеиваем обратно дихлорметаном. Запрессовываем подшипники в остальные детали. Займемся установкой ведущей шестерни. Приклеиваем шестерню на вал. Вал должен с небольшим натягом войти в подшипник и не иметь люфтов. Устанавливаем втулку на вал. Далее переходим к установке и сборке полуосей. Вставляем в отверстие полуосей штифты, которые я сделал из гвоздей диаметром 3 мм. Чтобы с меньшими усилиями вставить штифт в полуось, я также использую дихлорметан, который очень хорошо расплавляет ПЛА-пластик. При установке подшипников на полуоси следите за тем, чтобы не было люфтов. Далее необходимо установить втулки. Обратите внимание на то, что они разной длины. Полуось, на которую мы установили втулку подлиннее, устанавливаем в корпус дифференциала. Приклеиваем зубчатое колесо на полуось. Далее нам понадобятся оси, которые я сделал из гвоздей ранее. Вставляем ось в корпус дифференциала и надеваем шайбу М3. И устанавливаем зубчатое колесо. Оно должно свободно вращаться. Через крестовину протягиваем ось и надеваем зубчатое колесо с шайбой в обратной последовательности.
Таким же образом устанавливаем оставшиеся шестерни. Теперь надеваем короткую втулку на полуось и вставляем крышку дифференциала и приклеиваем зубчатое колесо. Далее прикручиваем ведомую шестерню к корпусу дифференциала винтами М2 на 6. Приклеиваем на пару капель дихлорметана втулку, которая не даст выпасть металлическим осям из корпуса дифференциала. Пластиковые шестерни я смазываю силиконовой смазкой. Далее прикручиваю части дифференциала друг к другу при помощи винтов М2 на 8. Полуоси должны вращаться плавно и без особого усилия. Самая сложная часть по сборке моста позади. Теперь необходимо запрессовать гайки М2 и М2,5 в корпус моста. Части моста прикручиваются друг к другу винтами М2 на 20. Приклеим кронштейны рычагов и амортизаторов, но перед этим запрессуем в них гайки М2. Кронштейны рычагов имеют подштамповку с буквой, обозначающей сторону установки. Кронштейны амортизаторов устанавливаем так, чтобы гайка была на другой стороне от кронштейнов рычагов. Примеряем крышку с ведущей шестерней. Затем смазываем шестерню силиконовой смазкой. И прикручиваем крышку винтами М2,5 на 14 шайбой М3. Далее устанавливаем поворотные кулаки. Если вам будет тяжело надеть поворотный кулак на корпус моста, то корпус можно доработать по месту напильником, но не переусердствуйте. Поворотные кулаки прикручиваем винтами М2 на 12 с использованием фиксатора резьбы, так как они будут поворачиваться и винты со временем могут открутиться. Устанавливаем поперечную рулевую тягу винтами М2 на 12 с двумя шайбами. Только шайбы размещаем между деталями кулака и тяги для уменьшения трения. Винты также сажаем на фиксатор резьбы. Далее прикручиваем кронштейн сервопривода винтами М2 на 8 и собираем рулевую тягу. Запрессовываем шаровую опору в тягу. Примеряем сервопривод, чтобы определить место установки рычага. Обрабатываем посадочное отверстие дихлорметаном и запрессовываем рычаг. Прикручиваем винтом М3, который шел в комплекте с сервой, и устанавливаем сервопривод при помощи винтов М2,5 на 8 с гайкой М3. Далее прикручиваем рулевую тягу винтом М2 на 18 к поворотному кулаку и винтом М2 на 14 к рычагу. Устанавливаем рессоры винтами М2 на 12. И рычаги, используя винты М2 на 18. Остается совсем немного. Запрессовываем гайки в ступицы и вкручиваем в них винты М2 на 12.
Ступицу необходимо приклеить с дихлорметаном и прикрутить винтом F2 на 8 к валу. Амортизаторы закрепляем винтами М2 на 16. На этом сборка переднего моста завершена, а в следующей серии я соберу шасси и покажу вам первый выезд. Все покупные детали отмечены в описании к модели, а ссылка на модель будет под видео. Там же под видео будут ссылки на мои другие проекты, которые вы можете скачать и напечатать на 3D принтере. Подписывайтесь на мой инстаграм и задавайте вопросы по постройке в директ. Всем добра!